Приветствую, друзья! Как вы могли заметить, компания BQS нас постоянно радует моделями, специально спроектированными под времена года. Была уже многообещающая весна, расслабляющее лето и задумчивая осень. А сегодня нам предстоит познакомиться с, наверное, последним компонентом из этой системы – Winter, то есть зима, в которой помимо 12-мм динамика установили еще и излучатель, основанный на костной проводимости. Не знаю, как это все там работает, но на слух у них получилось, друзья, просто бомба. Наушники с прекрасным басом, потрясающей прорисовкой средних частот и просто восхитительными шлейфами на верхах. Однако не будем, друзья, забегать наперед и разберем все по порядку. Собственно, поехали. Пришли наушники в средней по габаритам коробки с наименованием модели и полным перечнем технических характеристик. Из важного отметим наличие 12-мм динамика и 11,6 мм драйвера костной проводимости, что суммарно дало импеданс равный 38 Ом и чувствительность 113 дБ. В комплект нам положили небольшую инструкцию, плотный черный бокс из кожзаменителя, щеточку для ухода за наушниками, пенки и целых 3 набора силиконовых амбушюр разного размера и типа. Все насадки здесь нормальные, мне с ними даже больше понравилось, чем с популярными КБ-07. Кабель тоже выглядит достойно, гибкий, плетеный, с удобными заушинами, соединением на вилочных коннекторах и сопротивлением на каждой из жил равным 0,173 Ома, что очень достойный результат. Штекер нам предлагают на выбор: обычный 3,5, балансный 2,5 или новомодный пентакон 4,4 мм. Я лично предпочел последний, так как во всех устройствах уже все на него перевел. Сами чашечки полностью выполнены из металла, средние по размерам, с 2 отверстиями для компенсации, стандартным по величине звуководом и внешней частью, оформленной под волну. Выглядит это неброско, за исключением канта цвета индиго. В ушах сидят отлично, звукоизоляция в норме, в общем, друзья, без вопросов. Вот так это все и выглядит. По измерениям у нас практически идеальный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 1%, что в пределах нормы. Фаза ведет себя естественно, хотя и немного смещена, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 80 и 98 миллисекундам без каких-либо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 5 дБ с правильным заходом на середину, чуть более выразительное выделение области разборчивости, дополнительный пик для имитации ушной раковины и легкий акцент на 8 кГц для усиления резкости звучания. Высокие же нам аккуратненько прибрали по уровню. Замена амбушюр, как видите, влияет на 2 крайних пика и немного на поведение высоких частот. Звучат же Winter так, словно где-то рядом работает грамотно настроенный вуфер, то есть с объемными и очень глубокими низкими частотами. По сравнению с Zekril Dawn у героя обзора нет столь явного отделения средних частот от высоких, и Dawn сильнее так подчеркивает разнообразную перкуссию, то есть щеточки, тарелочки и все такое прочее. Низкие частоты у Winter мне показались глубже и жирнее, но в целом ощущения от них схожи. По верхам же шлейфы интереснее на Dawn, но зато середина у Winter звучит ровнее и гармоничнее. BJP NS10 дают меньше всего акцента на низких частотах, в остальном же они более четкие, хлесткие и техничные. Суммарно из всех герои обзора мне показались наиболее щадящими в плане высоких частот, а следовательно максимально сбалансированными по характеру. При этом басы здесь, как говорится, качают, середина чистенькая, чуть теплая, с правильной артикуляцией и приятной насыщенностью, а высокие особо не выделяются, но при этом дают бархатные такие шлейфы от перкуссии и разнообразных струнных инструментов. Из стилистики для джаза, соула, ритм-н-блюза, разнообразной электроники и вообще всего условно ритмичного, мелодичного и текстурного – это просто кайф. А как эти наушники рисуют сцену – вообще сказка, с превосходным вниманием к деталям, без лишней агрессии и перешарпа, то есть максимально естественно и точно. Понравилось мне и то, как справляются Winter с тяжелой и другой в меру агрессивной музыкой. Не скажу, что уровень разделения схож с NS10, последние все-таки именно заточены под агрессию,
спорю, но лично мне хватило и разделения, и четкости, и мелодики. Ритм гитары не задвинутый, вокал немного выдвигается из трека, а тарелочки не забивают собой все аудиальное пространство. То есть ровно как и должна звучать хорошая музыка. Хотя, уверен, найдутся и те, кому будет слишком жирно и недостаточно прозрачно. Тут спорить не буду, я больше за массу и выразительность, чем за сухую прорисовку. По характеру Винтер однозначно про мелодику, выразительность и так называемую певучесть, при этом нисколько не в ущерб прорисовке, общей собранности и передаче различных оттенков звукоизвлечения. Модель как бы балансирует между микро и макроконтрастом, чуть-чуть смещаясь в сторону последнего. Ну а в плане подачи звучания можно немного скорректировать насадками. Так референсные смещают акцент на средние и высокие частоты, тем самым делая бас быстрее и количественно меньше. Атмосферные, наоборот, прибирают самые верха, делая звучание темным и максимально насыщенным. Мне же больше понравилось, как звучат наушники с черными насадками. Да, в них чуть меньше массы, зато куда изысканнее верха и контрастнее середина. Пробовал свои любимые КБ-07, но в данном конкретном случае, на мой взгляд, подходят они хуже, чем комплектные, хотя тоже не зажимают никакую часть частотного диапазона. Суммарно мне сложно сказать, как здесь работает драйвер костной проводимости, так как в своей классической реализации она совсем не про высокие частоты, а нам тут заявляют именно про использование на верхней части спектра. Очень любопытен эффект небольшого такого сабвуфера, и в целом хочется отметить естественную и очень сбалансированную подачу с правильным распределением частот. По источникам не вижу особых ограничений, но нужно понимать, что что-то сильно музыкальное может сделать звучание чрезвычайно мягким и теплым, а уход в тотальную техничность не очень будет смотреться с теми самыми вибрациями на басу. Я бы рекомендовал держаться золотой середины. Очевидно, что эти наушники не для того, чтобы выправлять кривой источник. Им нужно что-то достаточно взрослое и максимально корректное. Вот тогда они раскроются в полную силу. В плане мощности они не особо требовательны, хотя задел лишним точно не будет. А так подключайте к чему захотите. В этом смысле модель абсолютно неприхотлива. От себя же добавлю, что это реально самые комфортные по звуку наушники, что я только встречал после хитов от Кенера. Мне очень понравились. Итогом динамические наушники с драйвером костной проводимости Bequase Winter лично меня порадовали своей посадкой, а также реально классным кабелем и набором амбушюр из комплекта. Все это прямо идеально сочетается с самими наушниками, ничего менять не нужно. По подаче же это довольно басовитое, такое в меру насыщенное звучание, с очень естественной, хорошо проработанной серединой и немного задвинутыми, но превосходными по шлейфам верхами. Да, звук здесь мелодичный и выразительный, все как я люблю, но куда важнее отметить его однородность и относительную линейность, то есть без каких-либо резких всплесков и глубоких ям. Следовательно, они прекрасно подойдут как для какой-нибудь мелодичной, так и для агрессивной музыки. Ничего не будет ни ярчить, ни резать, ни сыпать. Удивительно, но Bequase каждый год удается выпускать все более и более интересные модели, причем все они просто гениально подходят даже для достаточно сложной оркестровой музыки, не говоря уже о более простых и менее требовательных к точности позиционирования и прорисовки жанрах. Превосходная модель, однозначно могу ее рекомендовать. А на этом у меня все. Это были наушники Bequase Winter. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!